дайджест JRPG, который выходит в этом году. Ну, как бы, тут есть трейлеры, поэтому я не буду переводить, что он там трепится. Ну, плюс-минус. Говорит, тяжело найти JRPG, однако он смог сделать 2 видео, в одном 32 игры, во втором 25. Умирающий жанр, сразу видно. Все JRPG, которые анонсированы на этот год, то не значит, что они выйдут. Да, я видел. Ну, просто Fate мне тоже нравится. Я бы от Fate бы сам не отказался. О, это уже давно вышло. Да нет, просто карточки. Now, in the dungeons, after you defeat certain demons, you can then summon them later to help you in combat. And then back at the end, you'll level up your characters and have conversations with your team to deepen your bonds with them. Now, this extra version includes enhanced visuals. Но это, кстати, расширенная версия игры Space Vita. Она на PS4, кстати, была. Это Dungeon Crawler от первого лица, блин. Такая, на любителя позадрачивать. У нее вторая часть есть. Так, блин, какого ролик года? А, блин, так он начало года, оказывается. Половина игр уже вышла. Это бюджетная игра, что ты хочешь. Какой бюджет, такой графон. Они, кстати, довольно-таки залипательные. Я пару штук играл. Ну, не конкретно в эти, а вообще в жанре. Помните, мы играли в покемонов? Now it remains to be seen how it runs and if this really will be the dream Pokemon game everyone's been hoping for, but we won't have to wait too much longer to find out. Может, это бот взял меня в рабство. Magnum Lord. Вот, видите, сразу видно бюджет. 3 картошки. Ну, кстати говоря, если этот ролик вышел в начале года, тут некоторых анонсов-то не будет, которые позже были. Но выглядит типа так себе. Магналорды. Для него это отличная игра. Монарх тоже, кстати, уже вышел. Это типа от разработчики из Shin Megami Tensei ушли в другую студию и сделали свое казино. Нет, тот ролик просто полчаса шел. Сейчас мы смотрим JRPG, которые выйдут в этом году. Я не вспомнил. А, вспомнил. Я Cooking Strings записал. В следующем месяце на Бусти выйдет. Специально для тебя. Он, правда, длиной 2 минуты, так что намного не рассчитывай. Так что все, можешь не просить больше никогда его. Crystar released a few years back on PC and PS4, and it finally makes its way to Nintendo Switch. Now, the story is Но намного не рассчитывайте, сразу предупреждаю. And to do that, you'll need to crawl through dungeons. And to progress through the game, well, you'll need to, as the name implies, cry. Now, the game does have an action combat system that looks pretty cool while you explore the dungeons. And when you're not exploring dungeons, you'll go back to Ray's room where you can play with your dog and enjoy a variety of other... Странно, эта игра ведь давно вышла. Now, admittedly, it did have middle порт на Switch. release, but it kind of found a cult following, so if you've been waiting for this Типа отвратительный геймплей, но говорят, интересный сюжет. The Atelier series is back this year with Atelier Sophie 2. Жалко, я так в нее не поиграл, а теперь уже и некогда. After they were separated in a dream world. Now, if you've Ну, played в смысле, я, конечно, могу в нее поиграть, но, блин, опять будет на стриме никого примерно, поэтому... crafting items through alchemy and much more. Now, one thing I found really Еще трейлсы есть. combat system is that supposedly you'll have 6 party members, but when combat starts, you'll be immediately divided into 2 teams. And these different teams can have... Графонистая, кстати, игра, симпатично выглядит. Мне нравится. Даже, мне кажется, получше Райза 2. So I'll be really curious to see how this all plays out in the final game. The last of the Final Fantasy Pixel remasters, Final Fantasy VI, finally releases this... Ну, кстати, почти половина игр уже реально вышла, это тоже уже в релизе есть. Но это типа были точно заявлены. А те, которые на конец года-то еще не вышли. Now, I'll admit, this is one of my black marks in my JRPG backlog. I've tried to play this game so many times, but have never finished it. But with all these enhancements, I might finally be able to get around to finishing this masterpiece.
Pixel Perfect, это по факту взяли оригинальные игры, просто фильтров на них не навалили кучу, как они любят это делать, да и все. Вот эти игры тоже довольно-таки популярны у женщин. Не знаю почему. Я просто есть канал, называется JRPG Jungle. Там девушка, ну я не знаю, из Канады она что ли. Она вот в такие игры любит играть. Сказала, что типа, ну, норм игра, не супер. Так, это днище, мы это уже знаем. Для них это еще неизвестная история, а для нас это уже днище из прошлого. Говорит, он поговорил с людьми, которые играли в бету, говорят, игра не очень. И они были правы. Hopefully they can fix this game up before its release a few months down the road. Probably my most anticipated game on this list is Triangle Strategy. А что, оно уже вышло, что ли? Ну да, что-то, кстати, давно заанонсили и что-то молчат про нее. Не знаю, мне, кстати, не то, что не нравится такой стиль, как там, HD Pixel или как оно там называет. Ну, как-то... Он по-своему прикольно, но я предпочел, чтобы игра все-таки в настоящем HD была, чем вот так. Я просто демку хотел посмотреть, ну ладно, вышло и вышло. Одной больше, одной меньше. Да, это тоже вышло 3 года назад на PS4. И на ПК, кстати, оно тоже есть. Это игры с PlayStation 2 ремастера просто. Ну там плюс небольшой дополнительный эпизод. Аниме, кстати, тоже по нему есть. Не конкретно по игре, но вообще и по игре есть. Ну, в принципе, Хак — это довольно-таки большая аниме-франшиза. Вот в это мы играть точно не будем никогда. Да, я хейтер индика всегда. You can use spells to blow up terrain, to knock troops down a level, and you can even push enemies off terrain or pull them closer, which I love. I really wish more strategy RPGs had interactable terrain like this, so I'm похоже на проект каких-то студентов. Телепав Tactics, надо запомнить и никогда ее не качать. О, в этом мы тоже уже играли. Но она, кстати, была не настолько уж стрёмной. Ну, типа такой, проходняк на 6,5 из 10. Если прям вообще играть было не во что, я бы даже, может, погонял мне. Но такого никогда не случится, поэтому прости. Rune Factory 5 мы тоже уже играли. На Твиче тормозит, но говорят, он скоро на ПК выйдет, так что проблема скоро исчезнет. Тоже, ну, в принципе, такая норм игра, спокойненькая, с вайфу, с огородами. Что вам еще для счастья надо? It seems like it's going to be more of the same, which I'm fine with, and having it be on more powerful hardware is great. While not technically an RPG, I thought a lot of это должно было выйти еще в декабре прошлого года. Но сначала ее перенесли, а теперь им как-то неловко ее выпускать из-за событий в мире. Это типа ремейк игры с Game Boy Advance, насколько я помню. Вообще ее хвалят обычно. Я сам не играл, но от многих людей слышу, что Advance War крутой, типа. Правда, не помню конкретно первые 2 части или те, которые позже были на... Я бы не надеялся особо. Темное божество. Так в это мы тоже играть не будем никогда.
And personally, I feel like it'll be perfectly at home on Switch, as this game is very heavily inspired by Fire Emblem. The too long didn't read version is that this is an indie team's spin on classic Fire Emblem. Здесь хотя бы нарисовано более-менее, не то что предыдущая инди. Excellent map design and excellent combat design. So if you love classic Fire Emblem, definitely give Dark Deity a try later this year when it comes to Nintendo Switch. I feel like Digimon Survive has been on this type of video for Дигимоны выживание. Хотите повыживать вселенную Вигимонов? Диджимонов в Исекае, вах. Неожиданный поворот. Но выглядит, кстати, прикольненько. Пойди, так мультяшно немножко. Это до сих пор не вышло, и даты выхода нет, насколько я помню. Look, I know you guys don't typically like mobile games, and I rarely include them on this list. Эхо манны. This is a mega crossover RPG with every character from across. Мега кроссовер из всех игр про манну. It looks to have great action RPG. Кстати говоря, нет, это в прошлом году было. Now, what really gives me confidence in this game is that it's Когда мы Legend of Mana проходили в этом же году? Технически покемонов можно поиграть в эмуляторе, разве нет? Там даже 3DS, мне кажется, с натяжкой, но может, наверное, симулировать их. This is from a lot of the original developers of the Mana series. As you can tell, it has a super charming and colorful art style. Ну вот это выглядит прикольненько. Как игра, мне кажется, будет не особенно интересно. So if Echoes of Mana isn't exactly your style and you're trying to get your mana fix, definitely check out Atelier Rebirth. Now this isn't the core Suikoden Chronicles Rising. Это типа спин-офф игры, которая еще даже не вышла. Ну что, команда не сработала. А, я ее убрал, потому что YouTube ее блочил, или типа того. Я ее переименовал, но забыл как. Also, it has a gorgeous art style and the environments look amazing. Although, admittedly, the animation does look a little janky. To me, this has sleeper hit. В эмуляторах ведь он один год не работает, на следующий год он может стать лучше, и уж проверять надо постоянно. Вот это выглядит прикольно, хотя она типа Тейлсом попахивает, конечно. Ее анонсировали ведь еще, по-моему, когда... Когда еще даже PS5 не анонсировали, то есть это уже года 3 прошло минимум. По этой же вселенной еще и файтинг выходил, только неплохой. It really reminds me of Monster Hunter. Little is known of the story, but it's probably based on the mobile game. And also, I've had a lot of people asking if you can jump in this game fresh, and considering it's the first big budget console game for Grand Blue Fantasy, I think you'll be safe to jump in this game no problem. Говорит, можно в игру запрыгивать без проблем, даже если вы не играли в мобильную дрочильню по этой же вселенной. И в каком месте этот JRPG, мне вот интересно. То, что пошаговая боевка есть. И композитор персоны. Little else is known outside of this short trailer that you're looking at, but to me it looks super cool and it's from a great mind in Shoji Megaru, so I'm looking forward to hearing more. My God, another hyperdimension Neptunia game. О, новая игра про Нептуний. Я люблю Нептуний. Сестра против сестры. Какое оригинальное название. Скажите спасибо, что не четвертый ремейк первой части. О, это мы ждем. 29 сентября выходит. So this is game one in a duology of games and the long-running Trail series that connects the Sky trilogy to the Cold Steel saga. In this game you play as Lloyd Banning, a впервые выходит официально на английском языке. Now this series is praised for its deep, compelling story, Город греха. and great turn-based combat. We've been waiting a long time for this game, so it's great to finally see an official release coming this year. Made in Abyss, Binary Star Falling into Darkness is the first console game for Made in Abyss. А вот это, по-моему, скоро должно выйти. Так, мы создаем персонажей и идем за нашими главными героями на протяжении многих дней.
Это будет экшен-РПГ, где вы будете исследовать мир и сражаться с монстрами. Не очень много известно об игре. Разрабатывает Spike Chunsoft, которые сделали Danganronpa. Не знаю, что у них будет с геймплеем, но они рассказывают интересные истории. Все, что можно сказать. А, эту игру уже, кстати, отменили. Типа совсем. Потому что Metal Max Reborn провалился, и они такие, давайте завернем. And in some of these screenshots, you'll see a town reminiscent of Star Wars, so there could be some more walking around as opposed to just tank battles, but again, very little. Видите, список уже обновился, некоторые игры уже даже отменили. Ну и вот буквально на днях новость была, что... А это типа ремастер игры с PlayStation Vita и на PS4 она тоже выходила. Я проходил оригинал Metal Max Xena. Ну типа так себе игра, если честно. Типа JRPG на танках. В постапокалипсисе. Но там боевка такая специфическая, если честно. И там, короче, последнего босса вот вообще никаким макаром убить не мог. Не понимал, почему. Типа танк до максимума прокачал, мне все равно с одного удара выносит. И потом я что-то решил вылезти из танка и просто прокачал главного героя. Уровень ему поднял. И о чудо! Танк стал 8 раз сильнее. Притом об этом нигде не говорилось. Привет. Как я должен был догадаться, что прокачка героя влияет на количество брони у танка, блин? Now, like Advanced Wars, Metal Slug Tactics isn't an RPG as far as I know, but people probably want to know about it, so I'm including it in this video. Essentially, it's a turn-based tactics game set in the Metal Slug universe. As you can see, it has a gorgeous pixel art style and beautiful animation. Right now, there's no date and there's not a ton of footage so far, but... Ну, по Metal Slug новая игра всегда хорошо, тем более, я так понимаю, они взяли анимации из оригиналов просто. One look at RP Golf Legends, and you're probably saying to yourself, this looks like a golf story. RPG про гольф. You might be right, but there's actually more to it. Of course, it is a golf RPG where you go golfing and you explore. Разве не было уже RPG про гольф, когда Switch вышел? Что-то наподобие же было, или там про футбол было? А, нет, гольф RPG была. Кемка обычно выпускает очень бюджетные игры, это правда. Ну, учитывая, что это инди, типа... Море звезд. Вот это выглядит приятненько, хоть и пиксельно. Немножко напоминает времена PS1, только даже лучше. Не-не, было что-то наподобие. По-моему, RPG... Я не помню, как она называлась. Когда Switch был еще молодой, зеленый, была RPG. Тоже такая пиксельная. А потом мне прострелили колено. Все так и было. Но это хотя бы выглядит приятно. Анимации классные. Не настолько уж она пикселявая. Типа как черепашки недавние. О. Одну песню написал Ясунори Мацуда. Он, видимо, везде по одной песне пишет. Чтобы можно было в трейлеры вставлять. Композитор Ксеносаги и Ксеногирса. И Хронокросса. А, нет, не Хронокросса, а Хронотриггера. Это, кстати, тоже довольно-таки скоро должна выйти, по идее. И пока эксклюзив PS5, насколько я помню. А, ну может нет. Короче, покупать ее точно не буду. Потому что предыдущая игра была полным говном. Привет. Какие люди? Ну, не знаю, выглядит как обычный generic JRPG, если честно. Ну, хоть и с графонием, что приятно. Графоний JRPG не всегда вместе бывает. Да, это видео зрители. Но имеется в виду не в смысле сами зрители сделали, а в смысле зрители покидали в Discord. А ты думал, от зрителей буквально?
Но я думал, что может такая путаница возникнуть. Ну ладно. But it is set to release in 2022 according to the team. Now I personally really enjoyed Cosmic Star Heroine, and so I'm excited for whatever Z-Boyd Games does next, so I'm definitely going to make sure I check this one out. Now if you want to know about the best JRPGs from 2022, make sure you check out this Я просто подумал, видео, которое предложили зрители, звучит слишком длинно, поэтому сократил. video right here. And if you're Я not думал над already, этим, make sure to subscribe что for звучит more двояко. JRPG-related content all year long. Thank you so much for watching. Так я уже прошел их. Next time. Так. Забавно идти, когда тебе собственный стрим рекомендуют. Думал, меня ждут горячие окра. Подождите-ка, это только первая половина, тут еще и вторая есть. Где она там, блин? 2022 has already delivered some Так, это JRPGs. ролик вышел буквально пару недель назад. Тут должно быть больше игр новых. Потому что тот был ролик от сентября, от января, а это типа вот от июня. The latest entry in the long-running Disgaea series, Disgaea 6, Disgaea, кстати, на компьютер выходит. Теперь не будет тормозить, как на свитче. Ну, кстати, тут она нормально смотрится в высоком разрешении. Типа спрайты выглядят почти как, ну, спрайты. Что на свитче там разрешения, может, не хватало. Поэтому, если вы пропустили раньше, вы всегда можете в нее поиграть на всех остальных платформах. Вот это тоже выглядит типа прикольно. Но это типа ремейк игры с Super Nintendo, которая выходила только в Японии. Я так понимаю, она вроде как Romancing Saga, ну как сага-серия, у вас есть как бы несколько героев, которые живут в разном времени и в разных мирах, и вы типа как бы путешествуете между ними. Сколько я понял. И поэтому здесь типа то пираты, то феодализм какой-то, то будущее космическое, то байкеры какие-то. Непонятно какие люди. Now, this game plays a lot like some Saga games in that there are one of 8 different characters to choose from that all take place in different eras. Now, what's really cool about Live Alive 8 персонажей в разных эрах. is that each character has different gameplay mechanics that are specific to that character's era, like stealth, non-traditional combat, and much more. Personally, I think this game looks incredible, and it's a game that I'm really looking forward to when it comes to Switch this summer. Ну нет, не совсем цивилизация. Просто как бы 8 персонажей с разными историями, которые, может быть, в конце как-то сойдутся, чтобы победить главного мегазлодея. Looking to get your strategy RPG fix, Vestaria Saga 2 comes to PC this summer. It's a sequel to the indie strategy RPG. О, вот это мы точно играть не будем. Bring this story to an end. Угадайте, почему? This game, and you can tell that it's definitely inspired by classic Fire Emblem games, not only with the way it has the grid-based strategic combat, but also the way В RPG-мейкере что ли сделали? Она даже, блин, не 16:9, она в каком разрешении запущена? Ну вот, растянули. Еще и вторая часть, видимо, первая хорошая была. Xenoblade Chronicles 3. А ну выходи! Колдую! Вот это меч. Я надеюсь, тут не будет этого тупо гача гринда с миллионом вайфу. Очень на это надеюсь. And Nintendo has teased that this does tie into the rest of the franchise, so I'll be really curious to see just how much it does tie into the rest of the franchise when it comes exclusively to Nintendo Switch this July. Fallen Legion, Rise to Glory, and Fallen Legion. Ну, это типа тоже какой-то ремастер старой игры. Она довольно-таки старая. Какое аниме? Да я вообще много чего хочу посмотреть. Я во-первых, хочу типа досмотреть Блич. Но Блич он очень длинный, поэтому вряд ли мы за весь его посмотрим. Я хочу посмотреть Джоджо, я хочу посмотреть Наруто, я хочу посмотреть Хантер Хантер, я хочу посмотреть Невеста Русалки. Ну и хватит пока. Че посмотреть мы найдем, не переживай. Кроме того, я же не только фильмы, аниме собираюсь смотреть. Я бы и фильмы кое-какие посмотрел. А то как-то повод появится. Где бы время на все взять? Ну Жожо, да. Сейчас посмотрим Блича немного, и потом Жожо можно начать. Он же тоже длинный. Веткавдуст. Какой именно? Ну, может быть, но я бы не сказал, что... Ну, посмотрим, короче.
Я думаю, я то, что перечислил, хватит на 2 года, если честно. Учитывая, что оно по 500 серий. One Piece бы, кстати, я догнал. Тоже было бы неплохо, а то этому уже серия на 100 отстал. Ну, в принципе, я смотрел гидс, который стендалон комплекс. Ну, это и синдром одиночки. Который старый, типа, начало 2000-го. Он, в принципе, интересный. А новый Slug я не видел. Который на Netflix выходил. Я бы какие гандамы посмотрел, типа Double O, который неплохо. Еще я давно хочу посмотреть всех Джеймсов Бондов. Потому что я видел только где-то штук 10 их от силы. Но это так, далекое будущее. Которого от нас, возможно, и не будет. Хакеры тоже выглядят довольно-таки интересно. Green, ну, честно говоря, я смотрел, это такой проходняк. У нас он популярен только потому, что его по телеку крутили, если честно. Slick turn-based combat system, similar to what you might find in the Persona series with summoning demons and using your weapons. To me, this game looks absolutely incredible, probably my most anticipated JRPG for the rest of the year, and I can't wait to play it. La Pucelle Ragnarok is a strategy RPG that's never been released in the West before, and it will be included in the NIS Classic. La Pucelle, кстати, тоже довольно-таки старая серия, она еще на первой плейке была и на второй. Это на ремастере старых игр. Ну, Green, он сел 12 серий, его не такая большая проблема посмотреть. В общем-то, если желающих будет много, почему нет? Ну, я просто, когда смотрел Green, я к тому времени уже 500 тайтлов посмотрел, он меня вообще не впечатлило слово совсем. Если бы это был мой первый аниме-сериал, где были сиськи, там всякие неловкие падения на труселя, может быть, меня больше впечатлил. Мне кажется, то же самое Tool of IU куда интересней в этом плане. Now, admittedly, it is a little easy and a little bit simple, but it's full of charm. In the game, you play as Cornet, and she's trying to save the prince Ferdinand. Now, it was originally aimed at younger girls, and they tried to make it a little. К этому тоже играть не будем. Я думаю, так уже очевидно. Соул-хакеры интересно выглядят. Они же вроде эксклюзив свитча или нет? Мне кажется, там высокое разрешение как раз игре на пользу пошло. О, ну тоже, кстати, неожиданный ремейк-то был. Но это тоже стратегическая RPG, поэтому. Но, кстати, у нас Front Mission в России довольно-таки популярна. 3-я часть была, потому что она на первой PlayStation была, и там был русский перевод. И я довольно-таки много людей знаю, которые фанатели от нее. This remake boasts enhanced visuals and some refined gameplay. Other than that, we don't know much about it, and there still isn't a specific release date. And also, sadly, this is only on Nintendo Switch. Притом 5-й Front Mission вообще на английском языке даже не выходил. У меня даже, по-моему, русский перевод есть. Так, это тоже выглядит как-то средненько. Утаваре Рамоно? А чё ушек нету, если это Утаваре Рамоно? Странно. Странно, вроде... Персонажи похожи, но что-то не то. Первый Soul Hacker на самом деле был на Sega Saturn. Потом на Nintendo 3DS выходил ремейк Soul Hacker'ов. Вас заколебал, и убрать его нельзя. Крепитесь. Да не, вряд ли. Если уж играть какой-нибудь GTA, то 5-ю, наверное. Ну, Persona 5 рояль в кустах нам пока не надо. Мы это уже прошли. If you're watching this video, you've probably played Persona 5 or Persona 5 Royal already, but I think the PC version will be worth it for the mods alone. Now there are... Ну не знаю, играть в игру 150 часов ради 2 модов. Кроме того, тут мультяшный стиль, разрешение особо ничего не добавит. Ну я имею в виду, если на компе играть. О, покемоны новые. Эту я бы поиграл. Они, кстати, выглядят поприятнее, чем Щит и Меч вроде. Тебе, может, кажется.
Не, на Аркиуса она похожа. Покемоны красивые. У покемонов новые анимации, по крайней мере, у стартовиков, но текстуры вокруг все еще такие же мыльные. Как там огненный выглядит? Черт! В этот раз огненный урод какой-то. Придется утку водную брать. Хотя котик миленький. Ну не хочу на траве ходить. И с этими котами никогда не угадаешь, они потом могут уродами стать. Не, но если ни разу не играл, я просто персону 5 уже дважды проходил. Я оригинал прошел часов где-то за 100. И Роял за 150. Как-то больше не тянет. Легендарки. Rhydon and Miraidon, these kind of giant snake lizard looking things. And what's interesting is they seem to be changing up the art style. Не, это движок Аркиуса явно. Хряк, личонг. Kind of new, and honestly, so far I'm not quite sure what I think of it yet. Hopefully Game Freak has learned a lot of. Стартовики красивые, кроме огненного, блин. Я надеюсь, что он гадкий утенок и потом будет прекрасен. Поэтому мы не будем отказывать себе и возьмем краса. Так. Ремастер этого 5-го, 4-го, 8-го... Блин, все пересобрал. 8-го ИСа. На PlayStation 5. Ну, не знаю, честно говоря, там... Вообще, эта игра на самом деле с PlayStation Vita. И если в разрешении повыше запустить, она все равно будет игра с PlayStation Vita. Игра, конечно, все равно хорошая. Так что тут особо жаловаться не на что. Ну да, ну я вот считаю, что покемоны первого поколения самые лучшие, не потому что они реально самые лучшие, ну да, во-первых, они были первые, у них как-то еще не было таких гениальных идей, как покемон связка ключей, и во-вторых, они нам с детства знакомы, потому что по мультику крутили. Остальные сезоны покемонов там надо было самому смотреть ведь. Они не то что шибко интересные. Ну, выглядит норм, но я бы не сказал, что супер. Анимация страдает явно. Это игры покрасивее были. To me, Chained Echoes looks absolutely incredible, and I can't wait to play it this whatever month that is. Easily the most beloved game of the Final Fantasy VII Anthology, Crisis Core ремикс. Я вот всегда хотел Crisis Core поиграть, но мне всегда было неохота играть на PSP. Теперь повод будет хоть. Будем надеяться на неэксклюзив PS5. Чтобы не пришлось покупать. Now, the visuals have been greatly enhanced. This is somewhere in between a remaster and a remake, because it's definitely not using the same character models and environments from the original game. It seems to be more remade. I know so many fans have been wanting this for a long time, and I know we're all going to be... Но, видимо, он важен для сюжета будет, иначе зачем ремейк делать? The PS2 RPG Romancing Saga Minstrel Song is making its way to the... Тут, кстати, опенинг у этой игры классный. На PlayStation 2 выходила. Тут тоже, типа, 8 персонажей, у всех своя история, которая в итоге в конце соединяется. Но игра довольно-таки специфическая, если честно. Ну, ремастер с PS2, я всегда за это. Sega Saga серия, она вообще довольно-таки специфическая с самого начала. HD facelift does help a little bit. Whether you love turn-based combat, classic JRPGs, or just want to visit a title we've never got. Обычная игра с PS2, только в разрешении повыше. Скворечники, кстати, молодцы, почти, ну, довольно-таки много ремастеров выпускают. Вот почему остальные так не делают. Там же много не надо, просто разрешение повыше накрутите, да и все. Не надо ничего особо улучшать, схаваем. Now, it seems like you'll be able to create and recruit different characters through a number of different races and a bunch of different character traits to build a super unique party of characters. Like I said, it does look a little bit... Ну, мне больше всего запомнилось 3 игры из всего этого списка. Ну, Trails, это понятно. Этот самый Star Ocean и Grand Blue Fantasy Relink. Ну, короче, AAA мне запомнились и все. Нет, я люблю ремастеры на самом деле. Во-первых, это дает повод поиграть в старую игру.
который ты типа ходил до все повода не было. Ну и плюс графоний все-таки, ну не обязательно прям сильно лучше, но все-таки получше, чем в оригинале полюбас. Да я думаю, кстати, ремейк-то будет прожорливый довольно-таки, учитывая какие там модельки. Так, в этом мы тоже играть не будем. Джек Мув, Пиг Дог, собака-свин. Вот это герой тут. Ну да, ну это понятно. Хотя, честно говоря, я Xenoblade играю не потому, что сильно хочу, а скорее по старой памяти. После второй части как-то отбил желание. There's always a couple games throughout the year that slip through the cracks, but I think this one could be a real hidden gem, so definitely keep Jack. Ну, как бы мне интересно, какой сюжет в третьем Xenoblade, но я совершенно не жду его геймплея, если он будет такой же, как во второй. О, RPG по One Piece, вот про это я говорил. Кстати, музыку пишет Мотой Сакураба. Тоже довольно-таки известный композитор. По-моему, он музыку для Tales of пишет. Но это не точно. Ну, не знаю, мне нравится One Piece. Прикольно выглядит, я поиграл. Хотя боюсь, что он будет довольно-таки, ну, простенький. Типа, как Карот, наверное. Ну, блин, по сюжету. Хотя вроде приключения, ну, отдельное. We've had a lot of stinker One Piece RPGs over the years, but hopefully this is the one that we've all been hoping for. One Piece Odyssey. Кстати, я бы Dragon Ball посмотрел на стриме. Привет, Ир. Ну там тоже 500 миллионов серий, поэтому. Но я-то видел уже 950 из них, понимаешь, в чем проблема? Для меня проблемы нет. Я только последние там 50 или 100 отстал. Не, One Piece Pro тоже крутой. Единственное, начало где-то серии... Блин, как у любого СНН на 500 серий, первые 50 приходится терпеть часто, пока в историю въедешь. Ну вот, кстати, тоже Valkyria Elysium выглядит, ничего. Это у нас, получается, третья игра в серии. Первая была на первой плойке, вторая была на второй, а третья будет, значит, на PS5. Ну, прикольно, что сделали экшен RPG. Вообще, это типа пошаговые были игры. Хотя вторая часть, она была скорее экшеном уже. Вроде анимации приятные, но как бы такой не супер огромный бюджет у нее, походу. Что смотрю? JRPG, которые выйдут в этом году. О, Wrestling Quest. JRPG, который мы заслужили. Не, ну если она будет смешная, может, я бы даже погонял. Игры с юмором — это круто. И всегда мало. Да, все, походу. Он это говорит о том, что... Что мы там пропустили. Прошлый список. Ну, норм. Но я бы не сказал, что много игр в этом году прям. Не, мы все